Сюрприз. Мы на вилле. Блин, никто этот мусор не украл. Ты меня ждала. Ждала. Привет. Привет. Оно уже горит все. Аж за много. Аж краска горит. Блин. Света мы дождь. Завариваем кофе. Свете, привет. Привет, Свет. Так, рабочий день с кофейка начинается. Рабочий и отдых попробую как-то совместить. Ну, почти. Классно. Ну, не только вы скучаете за виллой, я тоже за ней скучаю. Пару недель меня здесь не было. И скажу вам честно, Новый год для меня начинается, наверное, вот в эти дни, потому что сильно потеплело. Наконец-то вышло солнце, и как будто вот сработал какой-то рубильник, и наконец-то включилось, почти лето, и я вместе с этим рубильником. Я эти деревья все пообрезал, говорю: Света, давай я тебе кого-то приведу, заплати там какие-то 60 евро, он тебе все уберет. Она говорит: нет, я приеду сама. Но сегодня я хочу и деревья обработать, и я просто посмотрел, эти ветки мешают, думаю, ну фиг с ним, час уже потрачу, немного уберу, потому что ходить по территории даже просто невозможно. Видите, сетка это все-таки работает, Светана, это тоже как бы эксперимент. Трава под ней не растет. Что там происходит, я не знаю. Этот баллон уже стоит тут полгода. Ну и откуда он тут взялся? Поменяли здесь газовый баллон, ну так положено, срок годности у него вышел. И, если честно, я думал, что они же его и заберут. Я говорю: а что вы его не забираете? Они говорят: другая фирма должна забрать. Ну, все как в Италии и происходит. Позвонили один раз, второй раз, договорились, мы приедем, потом не приехали, потом опять приедем. И он уже стоит с прошлого лета, представляете? И я не знаю, хоть бери в нем, вырезай дырку. И я не знаю, что в нем. Какие предложения, что в нем можно сделать внутри. Ну, если будут появляться новые зрители, вот вам говорю, показываю, что на канале есть много чего интересного. Если вам захочется посмотреть, заходите на канал, смотрите плейлисты. Этот плейлист называется «Вилла за 25 тысяч евро». Ну и там весь процесс восстановления этой виллы. Сразу скажу, что работа в саду – это вроде бы необычная работа. Она вроде бы и работаешь, устаешь, но она приносит какое-то особенное удовольствие. Я не знаю, как это объяснить. Многие, наверное, меня поймут. Это если раз в полгода что-то делать, это каторга. Когда всегда по чуть-чуть. Ну, я же говорю, что я это так делаю, для развлекухи. Мне за это не платят. Думал, хрен с ними, с теми ветками. Но трава растет. Даже если я захочу постричь, оно же все потом мешать будет, правильно? И будет еще одна проблема. Ага, ну скоро все будет. Трава, если не стричь, она будет по пояс. Даже, в общем-то, потом подойти к дереву будет сложно. Блин, еще ветки. Охренеть. Блин. Ну, тут пару человек надо, чтобы это все, таскать. Камера еще в руке мешает. Это возьму. Вот эту. Блин. Идея, это все сжигать надо. Но это все-таки дрова. Пока не знаю. А сжигать это куда-то туда на центр. Здесь, наверное, нехорошо жечь. Ну и что, это целый день надо порядок наводить. Здесь еще трава, листья.
Здесь надо хотя бы тропинку выстричь. Заходить сюда. Вон даже не видно, куда заходить. Вроде ничего нету. И здесь нафиг все заросло. Ну, как бы въезд. Ничего тут не валяется. Нет. Какие-то палки тут. Сейчас тут пройду. Тут какие-то палки. Ладно, пока тут валяются. Иду машинку брать. Тут я сложила все. О. Виставляй отсюда все. Хоча б, щоб так було все культурно. Валя тут поубиралась. Слушай, вот эту всю фигню можно в коробку сложить. Саживай в коробку. Я? Ну так ты хотела помочь? Моя машинка. Так, батареи. В том году я уже показывал эту машинку, люди посмеивались над ней, что она слабенькая, на батарейках. Но тем не менее, она даже высокую траву берет, но, правда, таким странным способом. Сверху вниз надо ее косить. Ну и еще там внутри есть регулировка для высоты травы. Газонокосилку мне пришлось прямо уговаривать Свету купить. Ну вот, видите, она здесь просто необходима. Кстати, стричь эту траву Света говорила, да нахер она мне нужна, пусть она от себя растет. Но дело в том, что если здесь никто не живет на вилле в основном, и кто-то да приходит сюда, поглядывает. И когда видно, что кто-то ухаживает, что-то все пострижено аккуратно, понятно, что вилла не заброшенная. Если это все зарастет, то сами понимаете, какое отношение будет к этому дому, и залезть могут, и всякое разное. И как я вижу соседи, они здесь все вокруг своей территории, вокруг своих домов тоже наводят порядок. Это, видимо, у них тоже законы и правила, потому что там дорога, и если будут эти заросли, кто это будет стричь? Должен стричь хозяин дома. Ну и пару слов о джакузи. Этот джакузи я выкинул уже месяца 4-5 назад. Сюда много чего выкидывали. Как здесь работает? Ты делаешь заявку, приезжает грузовик и бесплатно это все забирает. Это можно периодически делать, и не обязаны это делать. Так же, как и с баллоном. Вот эту заявку сделали один раз, второй раз, так и ни разу никто и не приехал, не забрал ее. Опять же, итальянская система и итальянские работники. И Света уже начинает смеяться с этого всего. Валя пришла мне помочь с уборкой, но с этой лестницей косяк мой. Как-то она у меня забрызгалась краской. Я все потом, и тоже уже полгода не доходили руки, чтобы ее отмыть. Хотя я, видите, ремонтировал, там трещины всякие подшпаклевал. Ну и вот только сейчас дошли руки. Опять же, все идет уже к концу. Осталось кое-что вывести, кое-что оставлю здесь. Света разрешила какое-то барахло, которое мне дома некуда сложить. Оно не особо нужно, но если надо, приеду, заберу. Ну и сами понимаете, уборка сразу дает какой-то вид.
Блин, как я давно хотел эту же лестницу помыть. Я еще красил ее, засрал. Ну, потом. Ну, в общем-то, это уже и моя грязь, и старая, кто ее тут был до меня. Еще не притрагивал. Пойдет, нет? А? Че? Вообще другое дело. Обыкновенная такая штука. Скажу вам такую краску, чтобы отмывать, надо размочить ее, если она постоит, что сразу тяжело. Потом она отмывается, типа такого чем-то. Она же на водной основе, поэтому должна смываться. Так, ну и надо быстро какой-то обед себе заварганить. Опять моя барбекюшница. Есть еще такой вариант. Сейчас что придумаю. Вообще в этот день как-то все прикольно получилось. И в магазин заехали, и что-то там скупили. И много чего сделали вдвоем как бы веселее. И как бы вот раньше просто на выходной надо было куда-то отдельно выехать на это барбекю. А здесь все как-то по пути. Мы еще и после обеда успели часик поваляться, позагорать. Так сказать, привыкать к солнцу в этом году. Потому что на море, когда выходишь, когда начинается жара, ты белый. Ну, максимум 1,5 часа посидишь, надо убегать, либо под зонтиком. А так, если постепенно привыкаешь к солнцу, то потом летом легче. И последнюю работу, если сравнить, что я вам показывал там у Андрея, где я работаю, ну вот нету того чувства, кайфа, как вот здесь, вот на этой вилле, на этой земле, когда нету посторонних глаз, когда ты сам себе хозяин вот на этом кусочке земли. Вот такие сосиски, блин, я вам говорю, половина кошки пытались сожрать. И что какие-то у нас еще бифстеки есть. Короче, мне надо этого порошка. У меня за порошок. Нашел я в интернете, ну не знаю, кто разбирается. Говорят, что там еще один надо от этой тли. А это вроде как от червей. Ну, где-то 2 столовые ложки на 10 литров надо. Вот такое. Ну, 10 банок сейчас наберу. Этот аппарат или опрыскиватель, как его там называют, я не знаю, одолжил я здесь у соседа итальянца. У него там свой участок земли, я видел, он тут где-то с ним бродил. Он его любезно мне одолжил, и бляха-муха, удобная штука. Я думал, что буду ручным таким опрыскивать, я бы тут целый день мудохался, и то бы до верхушек не достал. А здесь все так под напором, он на аккумуляторе, классная штука. Ну, я думаю, что 60-70 евро стоит, если его покупать где-то. Буду рад каким-то комментариям всех садоводов-любителей. Может, есть какие-то дешевые препараты. Ну, допустим, я слышал, каким-то мыльным раствором можно опрыскивать. Что придется мне еще 2-й раз это делать. Напомню, что в прошлом году все здесь урожай классный был. Пока оно все зелененькое, так глаз радовало. Но как оно все созрело, оказалось, что все червивое. И вот даже те же орехи, и то, блин, сожрали черви. Я по приколу там целый ролик снял с этим садом. Многие ржали, кстати. Можете посмотреть, сейчас я где-то вам выставлю, что это за ролик был. Ну, кто не видел, я оставлю ссылку в комментарии, в описании. Но это, наверное, чисто поржать и то, кто, конечно, понимает шутки. Ну, еще одно напомню, что Света сказала, я приеду, нахрен срежу все деревья. Так что делаю я эту работу, ну, вроде с каким-то, сами понимаете, каким настроением. Типа, делай, что должен, и будет, что будет.
Хочется мне поблагодарить отдельно Игоря и Диму, которые буквально каждый ролик меня поддерживают донатами. Ну и, конечно, всем вам спасибо за комментарии, лайки. Хреново, что эта краска. И она еще и горит. А если она внутри будет гореть, она еще какую вонь может дать. Бляха-муха. Так. Приготовим пока тут. Птички поют. Процесс закончился. Так. Поехали. Чуть-чуть водички. Если она загорит у меня. Вот так. Хорошо. Тут у соседей вообще гудеж-кутеж. Так. Что, я чуть убрался. Видите, психанул. Праздник проходит по полной программе. Успею еще. Успею. Ну, бифстеки мы слопали. У нас еще есть колбаса собственного приготовления. Это я дома делал сам. Колбаса будет, колбаса. Крутим колбасу. В мире напряженная обстановка. Я купил 4 килограмма колбасы. Фарш, мясо. Не, я уже все приготовил. Кишки, машинку. Ну попробую, с вами поделюсь. Я уже несколько месяцев собирался купить фарш и сделать колбасу. Постепенно подготавливался. Сегодня суббота, я созрел. Покажу, что у меня получится. Там и коптилка есть. Ну, коптить не обязательно. В общем, покажу. Ну, вот что получилось. С 3 килограмм мяса. 2 килограмма свинины. И 2 говядины. Ну, за полдня мы управились с покупкой и с этим всем. Ну, надоело, если честно. Все, теперь, как говорят, надо вымесить хорошо. Так, надел кишку таким макаром. Купил за 10 евро. Ну, это был первый раз, эксперимент. Надо пробовать еще и разнообразить как бы рецепты. Будеш каву? Да, буду. Буду каву. Все. Помыли мы все. Все чисто, классно. Ой, я что-то устал, блин. Вот весной этот дом классный, летом. Зимой, конечно, жутко здесь. Но опять же, надо организоваться. Я еще так и не запускал этот камин. Нехай уже стоит до следующей зимы. Осталось тут пару таких серьезных проблем. Покажу в плане сырости. Но это с той стороны. Там стоит шкаф. Там надо
устранить все затечки. Я же не знал, что они там есть, что это так. Я видел, с той стороны какая-то плесень была. Ну, ладно, потихоньку высохнет. Здесь, видели, я козырек делал, но плесень прямо здесь пухом с утра была. Тоже прошелся этой антимуфа, антиплесенью. Такой у Светы столик. И монитор я ей принес. Мне не надо, а ей может пригодиться. Так, иду я что-то закрою. Наверху лестницу сегодня отмыл. Блин. Супер. Ну, тут такое, еще помыть все. Здесь никакой плесени вообще нету. На втором этаже. Птички прям поют, щебечут. Скоро фрукта будет. Я не помню, как называется это дерево. Я не фанат этой фрукты. Фу, блин, паутина. Валя снимала сегодня. Чуть-чуть осталось. Тут нормально. Тут балкончик стоит. Более-менее. Так, что мы оставим открытый? Сюда еще кто что закинет. Тут закроем. Опять паутина, блин. Те орехи, блин, несчастные. Половина червивые. Даже лень долбать. Долбаешь, а они, блин, все хреновые. Так, там я оставлю так. Пусть дышит. Тут оставлю открытый сквознячок. Все. Еще 1 год будет стоять, сохнуть. А, сюда еще эти купить надо, блин. Ну, блин, лестница чистая, охренеть. Еще эти покрасить надо. Железяки. Так, это закроем. Это, эти аккумуляторы к этому, к этой технике сюда. Нет, здесь я закрою. Что у нас тут закрыто? Да. Так. Так, все тут чисто. Так, зеркальце, все тут чистенько. Закрываем нафиг. Туда пусть стоит там. О. Окей. Вот это можно, блин. Хотя окно хреново закрывается. Так, тут закрываем. Мое лежбище. Идем дальше. Так, тут закрываем. Вы понимаете, сколько здесь вот это? Каждый раз я постоянно хожу, эти обходы делаю. Сейчас здесь убираться надо. Да, блин. Господи, я молчу. Молчу. Так. Ну, кстати, одно стекло там в той пристройке разбитое, еще поставить надо. Здесь еще монстры поставить. Еще есть кое-что делать. Еще здесь надо убраться. Так, еще убраться. Это закрыть. Блин, может оставить его открытым. Вот так вот. Ну, что тоже, видите, сырость. Но это сырость. Оттуда не может она идти. Это
Просто не было вентиляции. Здесь все... Ничего, покрашу, высохнет. Я говорю, что оно постепенно будет сохнуть в течение нескольких лет. Главное убрать все затечки с дома. Красота. Дерень. Какой-то вид есть. Но здесь все еще батископы надо поставить. Я же все это еще не доделал. Но у Светы деньги кончились. Закрыть-то окно. Хрен его знает, даже не знаю. Но оставлю. Вода не затекает, воры все равно не залезут. Нет, закрою. Кстати, не показывал последний этап. Тоже остаток у меня оставался с этой лестницей. Все потом. И эта лестница, вообще скажу, у меня столько съела времени, что я даже не оценил ее в такие деньги. Наверное, если бы я сказал реальную стоимость, то Света бы сказала, да ну ее нахер. Просто здесь стояли раньше стойки. Они очень мешали в проходе. Я их срезал вообще. Еще меня тут многие осуждали на канале, что да она отвалится, да ты ничего не понимаешь там в этом всем. Никуда она не отвалится. И сейчас ее просто надо было немного лучше укрепить, окультурить. Последний этап. Ну, в общем, эта лестница мне съела часть моей жизни. У меня вообще в этом доме очень многое, что Света говорит, не надо. А я не знаю зачем, мне просто, я не могу так оставить, и думаю, ну, от меня не убудет. И многое я здесь сделал как благотворительность, просто чтобы было удобно, просто, я не знаю зачем, просто хотелось, просто надо было. В общем-то, также я и в последней квартире работал, в общем-то, делал, потому что была необходимость, сама квартира требовала этого. И да, мы тоже уперлись, хозяин говорит, что, ну, хватит, у меня уже деньги кончаются. Ну, тоже кое-что убавил. Следующие ролики будут уже с той квартиры, мне ее надо быстро тоже закончить. Ну, а пока здесь, на виллу я еще вернусь, тут еще есть работа. Здесь мне еще раз надо опрыскать деревья. В общем, подписывайтесь на канал, новых зрителей приглашаю. Всех, кто любит эту виллу и работу, здесь еще будут тоже ролики продолжаться. Так что, ну, я думаю, не дам вам заскучать. Тем более напоминаю, что сейчас весна. Настроение у меня уже совсем бойцовское, все будет интереснее, веселее. Не знаю, как с новыми работами, но надеюсь, еще буду там делать 2 балкона. Короче, не буду загадывать, все впереди. Те, кто покупают дома, то я думаю, тоже к весне многие начнут заниматься ремонтами. Пишите, делитесь моими роликами. В общем, движуха идет. У меня, у вас. Новый год начался, скоро будут отдыхи. Все как и обычно, каждый год.